Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас стоит следующая задача: изучить цикл for. Он помогает перебирать значения в зависимости от изменений переменным. То есть данный цикл помогает перемещаться нам по листу с заданным шагом. Сегодня у нас стоит следующая задача. Нам необходимо будет пронумеровать ячейки с А2 по А29 по порядку и посчитать суммарное количество зараженных коронавирусов на 5 февраля 2020 года. Первое, что нам необходимо сделать, это дать название в нашей процедуре. Мы пишем SAP, назовем ее тест, и зададим две переменные. Первая переменная у нас будет типа integer, и вторая также у нас будет типа integer. Далее нам необходимо написать цикл. Он пишется следующим образом: for I, и ставим равно. Нам необходимо сделать от 2, то есть со второй строки, по 29 строчку. Таким образом у нас получается следующая запись: for I равно от 2 до 29. И в конце у нас аргумент next I, то есть он будет повторяться 29 раз, минус единица, 28 раз. Таким образом, нам необходимо задать еще значение z равно единице. И внутри у нас будет ячейка, которая будет меняться в зависимости от изменения величины I. То есть первая ячейка 2,1, вторая строка первая, будет равна z. Z у нас равна единице. Также нам необходимо наращивать z, чтобы каждое последующее число было на единицу больше. Выглядит это будет так. Теперь давайте пошагово запустим макрос через F8. У нас получается, программа считала, что у нас будет 28 циклов. Теперь значение I мы видим двойка. Получается ячейка 2,1 равна z единице. И идем дальше. Теперь у нас значение I равно 3. И получается таким образом у нас постоянно наращивается переменная. И в итоге у нас получается так, что количество строк будет 28. То есть у нас I вырастает постоянно на единицу, а Z наращивается на единицу. Также можно дать обратный порядок с 29 до 1, дать значение Z 29, и здесь уже от Z отнимать единицу. Получается от 29 до 2 у нас будет 29,1 равно z 28. Далее z минус 1 будет 27, и таким образом она будет заполняться. Если мы сейчас запустим процедуру, у нас ничего не произойдет, потому что по умолчанию шаг у нас плюс 1. В эту процедуру она просто не зайдет. Для того, чтобы у нас пошла она в обратном порядке, нам необходимо использовать аргумент step и поставить его значение минус единица. Таким образом, программа у нас поймет, что от 29 нужно будет отнять единицу и начнет записывать уже в обратном порядке. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Запускаем макрос через F8 и смотрим результат. Видим, теперь у нас значение выполняется снизу вверх. Для того, чтобы посчитать сумму в ячейку C30, нам необходимо будет записать следующие значение. Мы дадим переменную s равно cells третьего столбца плюс I. И сразу же выведем ее в ячейку, чтобы мы просто могли видеть, как изменяется значение ячейки C30. Получается 33 равно s. Также зададим тип переменной s равно integer и пошагово его запустим. То есть у нас число принимает 29, минус единица. Далее у нас идет cells плюс I3. И получаем первый результат единица. Теперь опять снизу у нас берется следующее значение и складывается. Таким образом, пройдя полный цикл, у нас внизу получится сумма столбца по количеству зараженных на данный момент. Видим, да, она полностью соответствует. В
То есть цикл for дает нам уникальную возможность перемещаться по листу с заданным шагом, с положительным или отрицательным, а также использовать переменные, наращивать их и убавлять в соответствии с заданными критериями. С вами был Полянский Алексей, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, впереди будет много интересного. До связи.